Доброго, хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком с Ольгой Головатой». Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим видео. В прошлом видео мы с вами связали очень красивый узор под названием сольфеджио. И пока свежа память, на базе того узора я сделала новый узор, и сегодня этим узором с вами поделюсь. Узор получился тоже очень интересным и красивым, а исполняется еще проще, чем предыдущий узор. Таким узором можно связать очень многое. Я бы такой узор использовала в различных отделках. Это могут быть кокетки, подолы, манжеты или же вставочки в каких-то изделиях. Но, возможно, кто-то рискнет и свяжет полностью какое-то изделие таким узорчиком. Дело вашего вкуса и вашей фантазии. Образец, который перед вами на экране, связан из хлопка турецкого производства. Это хлопок Лилу, 100% мерсеризированный катон. В 50 граммах 225 метров. И крючком японского производства фирмы Тулип номером 1.25, 1.25 это головка крючка в миллиметрах. Вязать сегодняшний наш маленький образец мы будем из этой же пряжи и этим же крючком. Раппорт нашего узора состоит из 3 арочек в ширину и 4 ряда в высоту вместе с шахматным порядком. В принципе, 2 ряда, и следующие 2 ряда это будет то же самое, только расположение в шахматный порядок. Ну что ж, давайте принимаемся за работу. Перед тем, как начать работу, я хочу вам еще раз показать образец и обратить ваше внимание на то, что я делала отступление в образце на полную арочку и тогда начинала уже располагать узор. Но мы, вязальщицы, все знаем, что когда вяжем первый раз, то, повторяя в следующий раз, мы исправляем ошибки. И вот эту ошибочку я хотела бы исправить. Я начну не с полной арочки, как я начала этот образец, а начну уже с вами вязать, как я и посчитала, что уже будет так лучше выглядеть. Вот здесь вот с половинки арочки. Сейчас в процессе вы поймете, о чем я говорю, потому что при поворотных вот рядах вот этот вот пустой ряд вертикальный мне почему-то грызет глаза. Попробуем сделать иначе и думаю, что я окажусь права, и так будет лучше. Итак, раппорт у нас кратен 3 арочкам. Первая арочка у нас не будет всчитываться в раппорт. Это если бы мы вязали спицами, я бы ее назвала краевой петлей. Вяжем эту краевую петлю. Вяжем первую петельку, теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 3 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. И это у нас краевая арочка. А теперь вяжем раппорт для узора. Вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 5 накидов на крючок. Возвращаемся в петельку соединения между арочками и провязываем столбик с 5 накидами. Это первая арочка раппорта. Снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 5 накидов на крючок. Опять вернулись в петельку соединения и вяжем столбик с 5 накидами.
И еще одна арочка раппорта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Раз, два, три, четыре, пять. Накидом на крючок. Вернулись в петельку соединения и вяжем столбик с 5 накидами. Мы связали одну краевую арочку и 3 арочки для раппорта. Вот так вот по 3 арочки мы набираем столько в ширину, сколько нам потребуется для ширины нашего изделия. Я наберу еще один раппорт. Ну вот я связала еще один раппорт, арочка краевая, один раппорт и второй раппорт. Теперь добираем еще одну арочку большую для симметрии узора. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять. И провязываем столбик с 5 накидами. И в конце мы свяжем тоже еще одну краевую арочку. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. И столбик с 3 накидами. У нас 2 раппорта, одна арочка плюс еще для симметрии и по одной арочке с каждой стороны краевые. Теперь для того, чтобы наш край красиво выглядел, мы одну его сторону обвяжем обычными столбиками без накида. Под маленькую арочку мы вяжем 5 столбиков без накида. И под большие мы вяжем по 10 столбиков без накида. Вот так вот до конца ряда под каждую большую арочку мы вяжем 10 столбиков без накида. И в конце под маленькую мы свяжем, как и в начале, тоже 5 столбиков без накида. Довязали этот ряд до конца. В конце делаем одну воздушную петельку. Заходим в последний столбик без накида, подхватываем 2 дужки. Делаем соединительный столбик для разворота. И теперь мы начинаем вязать уже наш узор. Наша маленькая арочка краевая, мы под нее вяжем 6 столбиков без накида. Это край при поворотных рядах. И теперь начинаем раппорт. В раппорте у нас участвуют 3 арочки. Под первую арочку вяжем в начале 6 столбиков без накида. Теперь вяжем большую цепочку на 25 воздушных петель. Связали цепочку. Теперь эту цепочку нам нужно обвязать. Делаем накид на крючок. От крючка отступаем в третью петельку и провязываем столбик с накидом. Далее мы под эту цепочку, уже не попадая в цепочку, а под нее, должны связать 45 столбиков без накида. Вначале этот хвостик придерживая.
Периодически мы петельки подтягиваем, чтобы наши столбики укладывались плотно. И продолжаем дальше. Мы связали под цепочку 45 столбиков без накида. Теперь мы попадаем крючком в последний столбик без накида, захватываем его 2 дужки и делаем соединительный столбик. И продолжаем в нашей арочке под цепочку вязать еще 5 столбиков без накида. 3, 4 и 5. Получилось, что мы нашу арочку обвязали на 11 столбиков без накида, 5, 6, на котором мы связали вот такой вот длинный ус, и еще 5 столбиков без накида. Теперь этот ус мы завяжем в узел. Берем его кончик, заходим в предыдущую арочку с изнаночной стороны, протягиваем. Теперь делаем виток в колечко и кончик усика опять заводим с изнаночной стороны. Можно помочь себе крючком, вытащить этот кончик. Завязали вот такой вот узел. Теперь на этом кончике мы отсчитываем 1, 2, 3, 4 петля от кончика, подхватываем нашу оставленную петельку и присоединяем наш ус. Я вам показываю пока, но не снимая с крючка петельки, мы продолжаем вязать еще 2 арочки по 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И следующая арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Мы с вами связали раппорт, оставили эту петельку, вернулись к нашему узлу. Для того, чтобы его красиво уложить, смотрите, вот одна дужка и вот вторая дужка. Вот эту вот сторону одной из дужек нужно подтянуть и расправить этот узелок. Делать это лучше, когда вы свяжете уже весь раппорт, не тогда, когда уложите сам узел. Потому что начнете подтягивать узел, вытянется вот эта вот петля. Вот мы уложили наш узел. И я была права, он у нас имел и куда зацепиться, и теперь у нас не будет вот здесь вот такой вот голой дорожки. Переходим на следующий раппорт. Вяжем снова под арочку. Всего вместе должно быть 11 столбиков без накида. Мы вяжем вначале 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И теперь мы снова здесь вяжем 25 воздушных петель и обвязываем эту цепочку. Снова связали ус, закончили обвязывать цепочку. Опять заходим на арочки в последний столбик без накида.
делаем соединительный столбик и вяжем под арочку еще 5 столбиков без накида. Оставили петельку. Теперь наш ус, его кончик заводим в предыдущую арочку, вытягиваем, обвиваем в колечко. И теперь этот усик опять заводим на изнаночную сторону и выводим на лицевую. Завязали узел. Кончик уложили по направлению вязания. На этом кончике считаем 1, 2, 3 и в 4-ю петельку вошли крючком. Подхватили теперь петлю оставленную, присоединили протяжной петлей и продолжаем обвязывать еще 2 арочки раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И вторая арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь оставили петельку, вернулись к нашему узлу. Вот эту вот дужку немножко потянули вверх и растянули арочки. И наш узел красиво завязался. И у нас осталась еще одна арочка для симметрии. Мы здесь снова вяжем 6 столбиков без накида, потом ус, его обвязываем и довязываем еще 5 столбиков без накида, потом завязываем наш узел. Сделайте это уже самостоятельно. Завязали последний узелок. Это узелок для симметрии. И у нас остается одна маленькая арочка. Мы вяжем под нее 6 столбиков без накида. В угловую петельку заходим, делаем соединительный столбик. Закончили первый ряд, вернулись к узлу всегда, подтянули его немножко и сделали вот такую вот растяжечку. И вот у нас связан первый, и это основной ряд этого узора. И вот такие вот красивые узлы у меня получаются. Теперь вяжем следующий, его второй ряд. Отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем вязание. Теперь мы должны крючком попасть. Вот наша арочка основная. Посреди этой арочки в петельку, из которой мы начинали вязать ус. И провязать столбик без накида. Снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующая арочка, можно от ее конца считать 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И опять посередине арочки, а это будет у нас 6-я петля, провязываем столбик без накида. Снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 и 9. И опять вот наша основная арочка, и вот петелька, из которой мы вязали ус. Мы входим в нее крючком и провязываем столбик без накида. Снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали. Опять у нас следующая арочка. Считаем от ее конца 1, 2, 3, 4, 5 в шестую петельку. Провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующая арочка. Снова столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И снова у нас арочка, там где вязался узел. Мы заходим в петельку, из которой мы вязали ус, провязываем столбик без накида. И последняя арочка у нас идет 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И мы заходим в уголок, провязываем столбик без накида. Мы с вами связали уже 2 ряда. И теперь начинаем третий ряд. А третий ряд мы будем вязать те же узлы, только располагать их в шахматном порядке. Сейчас мы обвяжем сначала 2 арочки по 11 воздушных петель. И вот в этой арочке будем вязать узел. Пока у нас получается вот здесь вот в уголочке, что у нас все держится еще одна и та же петля начальная, нет высоты. Но далее в последующих рядах это все исправится. Я все опять веду к тому, чтобы у нас здесь был более красивый край, чем я вам показала на образце. Отсюда мы вяжем одну воздушную петельку, разворачиваем вязание и под арочку вяжем 11 столбиков без накида. Под следующую арочку снова 11 столбиков без накида. И арочка в шахматном порядке. Здесь мы снова будем вязать узел. Вяжем 6 столбиков без накида. И отсюда мы вяжем 25 воздушных петель и обвязываем эту цепочку 45 столбиков без накида. Я связала еще один ус. Давайте еще раз вместе его завяжем. В предыдущую арочку кончик с изнаночной стороны ввели, протянули. Теперь закручиваем этот ус. Поправляем его. И теперь кончик опять заводим с изнаночной стороны и выводим этот кончик на лицевую сторону. Вытягиваем его. Закручиваем опять. И от кончика считаем 1, 2, 3 в четвертую петельку. Вхожу крючком. Подхватываю оставленную петлю и протягиваю ее. И опять под арочку продолжаю вязать 11 столбиков без накида. 1.
И еще одна арочка раппорта, тоже 11 столбиков без накида. Связали раппорт, возвращаемся к нашему узелку, чуть-чуть подтянули вот эту вот дужку и растянули арочки. У нас завязался узел. И мы связали уже раппорт в шахматном порядке. Теперь у нас дальше вяжется опять в этой арочке. Мы начинаем вязать узел и еще 2 арочки обвязываем по 11 воздушных петель. И вяжем это уже самостоятельно. Ну вот, у нас связано уже есть 3 ряда. Мы уже расположили узлы в шахматном порядке, и принцип вязания этого узора уже понятен. Единственное, что мне хочется еще сделать хотя бы один раппорт, для того, чтобы вы увидели вот эти вот края. Отсюда мы связали 11 столбиков без накида под арочку последнюю и вяжем теперь 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем вязание. И в первую же арочку, в центральную петельку, а это у нас 6-я петелька, вяжем столбик без накида. А дальше мы вяжем по 9 воздушных петель, и в каждой арочке, и арочка, там где узел, я вам показывала, как находить эту петельку, вяжем столбик без накида, так довязываем до конца ряда. Довязали этот ряд до конца, вот у нас последняя арочка, и в конце мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем 3 накида на крючок. И теперь из уголочка провязываем столбик с 3 накидами. И у нас вот эта вот арочка получилась как половинка, как вот эта вот маленькая арочка. И отсюда мы начинаем вязать снова наш полный раппорт. Мы вначале вяжем 6 столбиков без накида. А теперь у нас снова арочка в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду, а к самому первому ряду получается над ним. Здесь мы будем вязать опять узел. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вяжем здесь узел. У нас уже получается по стороне подъем. И когда мы довяжем этот ряд до конца, у нас вот здесь вот тоже будет арочка на 9 воздушных петель. Мы под последней арочкой вяжем 6 столбиков без накида и возвращаемся обратно следующим рядом по 9 воздушных петель. Сейчас я возьму еще большой образец, и мы посмотрим, как вот этот вот край у нас в шахматном порядке будет раскладываться. Но, тем не менее, сам узел я сместила на половинку арочки ближе к краю, что при поворотных рядах будет теперь смотреться красивее. И я вам покажу это сейчас на большом образце. Вот наш маленький образец, который мы только что вязали. Вот он. И вот большой образец. И у нас получается, что я сократила вот здесь вот половинку арочки. Я поставлю линеечку и покажу, как это будет выглядеть уже в том случае, в котором я вам показала при вязании маленького образца. Пол арочки у нас спрятано, и наш край будет гораздо красивее. И еще раз показываю, что в шахматном порядке у нас будет сначала вот здесь вот маленькая арочка, потом
половинка и арочка, половинка, арочка. И так оно будет чередоваться, у нас будет получаться ровный, идеальный край. Ну что ж, я надеюсь, и этот узор вам понравился. И я думаю, у вас хватит фантазии к его применению. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.